Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 12 апреля. Поехали! Кемеровская область четвертые сутки подряд борется с сильным паводком. Выход реки из берегов привел к потопу на юге Кузбасса. Людей начали эвакуировать. Судя по кадрам, которые сняли местные жители и поделились ими в социальных сетях, город Калтан превратился в Венецию. На место прибыли спасательные службы и представители администрации города. Проводится эвакуация населения. Также были запланированы взрывные работы, чтобы устранить затор из скопившегося льда. Местные жители сообщают в социальных сетях о разливе реки Кондамы, которая затопила несколько дачных поселков. По словам очевидцев, в зоне подтоплений десятки домов. Дороги заблокированы паводком. Во многие районы добраться можно только на лодке. По словам очевидцев, вода в некоторых местах поднялась выше 1 метра. Сейчас вместе с оперативными службами проводится осмотр реки ниже затора, чтобы окончательно определиться с необходимостью повторного подрыва льда. На данный момент эвакуировано 50 человек. Некоторые районы Южной Африки и Лесото превратились в зимнюю страну чудес после снегопада. В некоторых районах Гаутенга было объявлено предупреждение о наводнениях и идет сильный дождь, а в Лесото тем временем выпал снег. Многие местные жители поделились фото и видео выпавших осадков. В некоторых районах, таких как курорт Африски в Лесото, выпало больше снега, чем ожидалось, а это спровоцировало перебой в транспортном сообщении и возникли перебои в подаче электроэнергии. Ночью температура опускалась до отметки в минус 2 градуса по Цельсию. В основном снежные осадки выпали на высоте от 2000 метров. Снегопад в Лесото в последнее время уже не редкость. Практически каждый год тут фиксируют снежные осадки. В прошлом году в августе месяце выпало 20 сантиметров снега. Проливные дожди, которые идут уже вторые сутки, вызвали наводнения и оползни в Квазулу-Натале в Южной Африке. Местные СМИ сообщили об одном погибшем, 2 человека числятся пропавшими без вести. По данным Южноафриканской полицейской службы, в городке Умлази, который расположен к юго-западу от Дурбана, уровень паводка составил более 1 метра. Департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий отреагировал и на ряд других инцидентов, включая оползни и наводнения в Ледисмите. Также поступали сообщения о наводнениях в прибрежных районах, включая Кинсбург. Спасатели провели более 40 операций на воде, спасая водителей, попавших в водяные ловушки. В Дурбане за сутки выпало 90 мм осадков. Синоптики предупреждают, что это не пик, на ближайшие 2 дня ожидаются мощнейшие ливни. Власти выпустили предупреждение красного уровня во многих городах. Много людей было уже эвакуировано, они были спасены и им была предоставлена вся необходимая первая помощь. Аргентинскую провинцию Кордоба накрыл градовый шторм. В 3 муниципалитетах провинции сохраняется желтый уровень погодной опасности. После чрезвычайно высокой влажности и жары последовал шторм, который сопровождался выпадением града и дождя. Больше всего сообщений о выпадении крупного града поступало из муниципалитета Генерал-Бальдисера. Как сообщают местные СМИ, тут местами выпадали градины, которые достигали 5 см в диаметре и более. Этот шторм длился 20 минут и сопровождался обильными осадками. Синоптики отметили, что на сегодня и завтра сохраняется опасность прохождения штормов и выпадения до 100 мм осадков практически над всей провинцией Кордова. Жертв и пострадавших среди местного населения не отмечено. Град нанес основной удар по урожаю горожан. Лесной пожар, который горит на северо-западе Пуэбло у реки Арканзас, увеличился до 25 гектар. А это вынудило местные власти начать эвакуацию местных жителей из домов, которые находятся в близости от огня. Также были эвакуированы городские парки и парк Абердин. На данный момент этот пожар сдержан на 0% и продолжает интенсивно распространяться. Пока нет информации о пострадавших, а также нет информации о повреждениях инфраструктуры. Огонь распространился среди кустов и деревьев по обеим сторонам реки Арканзас, а дым от пожара распространился на многие километры. Власти выпустили предупреждение для местных жителей, чтобы они сократили свое пребывание на улице или находились в специальных масках. Штат Арканзас накрыл мощный градовый шторм. Также поступали сообщения о прохождении торнадо категории EF1.
В Арканзасе падали градины размером с мяч для гольфа, а некоторые экземпляры достигали размеров 6 см в диаметре. Эти градины побили деревья, помяли машины и разбили в них стекла, пострадали крыши домов местных жителей. Серьезно пострадал от буйства стихий округ Салин и второй по численности населения город в Арканзасе Форт Смит. Шторм сопровождался сильным ветром, местами это обернулось отключением электричества. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время может выпасть довольно много осадков, ожидается 70% от месячной нормы. Местные власти выпустили предупреждение на сегодня и завтра о формировании возможных торнадо, а также ожидаются грозы, сильный ветер и выпадение града. Вулкан Невада-дель-Руис произвел сегодня серию выбросов пепла и пара. Этот вулкан расположен в Колумбии и находится на территории национального парка Лос-Невадас. Столб пепла достиг высоты 3250 метров и был виден из нескольких городов в центре страны. Для этого вулкана характерны газово-каменные потоки, которые часто сходят при его извержениях. На этот раз обошлось без них. Также СМИ не сообщали о пострадавших во время извержения. Эвакуация населения не проводилась. Во второй половине дня на город Ипан в Парагвае обрушился торнадо. Вся ярость природы обрушилась на округ Коста-Алегри. Местные СМИ сообщили, что как минимум 10 домов были практически полностью разрушены и более 15 серьезно повреждены. Власти предоставили приют семьям пострадавших, которые лишились своих домов. Очевидцы этого события поделились фото и видео этого торнадо, а также последствиями после его прохождения. По их словам, стихия буйствовала примерно минут 10, затем смерч растворился в воздухе. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений, а также ведется восстановление инфраструктуры. Синоптики до конца суток прогнозируют сильные порывы ветра и ливневые осадки. Досталось сегодня и столице Парагвая, на которую обрушились мощные ливни. На Асунсьон за 6 часов выпало 125 мм осадков. Такое количество дождя вызвало локальные наводнения во многих секторах города. Стихия, которая обрушилась в Парагвае, привела к гибели по крайней мере одного человека и огромному материальному ущербу, который еще предстоит оценить. Уровень паводка местами доходил до отметки 50 сантиметров. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям в Парагвае заявил, что в результате наводнений и оползней за последние дни погибли 10 человек. В затопленных районах проводится эвакуация населения, ведутся спасательные работы. Власти местами уже приступили к откачке воды и восстановлению инфраструктуры, но сильно мешает плохая погода. А это ужасные кадры из департамента Каагуасу в Парагвае. Вы только посмотрите на этот аномальный град, который громил все вокруг в городе Коралес. Это действительно редкое событие для этого города, который ранее не видел таких последствий от выпадения града. По последним данным на это время град повредил свыше 40 домов. Размеры льдин достигали от 5 до 6 см в диаметре, но их количество и скорость, с которой они падали, не пощадили крыши домов местных жителей. Многие жители успели зафиксировать это событие на мобильные и поделиться в социальных сетях. Какой полный ущерб нанесла стихия, пока говорить рано, оценку власти еще не проводили. Но и так понятно, что после этих льдин он будет огромен. Самое главное, что жертв и пострадавших среди местного населения нет. Не обошла стороной непогода и Китай, накрыв его ураганными порывами ветра, сильным дождем и выпадением крупного града. Это именно тот случай, когда можно сказать, что погода решила показать практически всю свою мощь и при этом в одной провинции Сычуань. Ветер, порывы которого превышали 35 метров в секунду, сносили и срывали все на своем пути. Он срывал крыши, навесы, рекламные конструкции, а также валил деревья. Ко всему этому добавился сильный дождь и град, размеры которого достигали 4 сантиметра в диаметре. На отдельных участках появились подтопления жилых домов. Многие автомобили оказались в водяных ловушках. Падающие деревья повредили как здания, так и личный автотранспорт местных жителей. 50 человек уже обратились в местные больницы с различными травмами, нанесенные этим буйством стихии. За 10 часов на город Аньюэ обрушилось около 100 мм осадков, а это норма за 2 недели.
За последние сутки на Земле произошло 124 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 5,3. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах. Каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Дворец Пена. Дворец Пена, который расположен в городе Синтра, является одним из ярких образов романтического ревивализма XIX века. Он был возведен специально для герцога Фердинанда, муж королевы Марии II. Работы велись на развалинах древнего монастыря под руководством архитектора из Германии барона фон Эшветте. С 1910 года дворец Пена является музеем. В архитектуре комплекса прослеживаются черты готики и ренессанса, мавританских и восточных стилей, мануэлина и других. Его арабский зал оформлен фресками с оптической иллюзией, бальный зал украшает немецкие витражи и восточный фарфор. Оригинальная арка Тритона исполнена в стиле неомануэлина. Главная достопримечательность дворцовой часовни – алтарная полка XVI века. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.